Всем привет! В общем, как мы и обещали вам показать наш кузов, который только приехал с малярки, мы расскажем, что у нас происходило за эти 2 года, пока мы отсутствовали. Начнем по порядку. Грубо говоря, самые большие нововведения были это кузовные детали. Все мы делали из пластика, то есть у нас стоят передние пластиковые крылья, передний пластиковый фартук стоит. Не убирали всю силовую часть, просто, грубо говоря, накладка фартука, она пластиковая. Также мы изменили конструкцию дверей. Они тоже у нас пластиковые, но мы, грубо говоря, подумали об этом, потому что есть моментик, что нельзя ставить пластиковые двери на машины, которые участвуют в гонках, если не стоит каркас безопасности, но мы обошли этот момент. То есть вот эта вся металлическая часть, вся родная, рамка, в принципе, вся металлическая. Единственное, вот мы заменили вот эту вот пенку, она вся вклеенная, ну и, в принципе, почти выглядит как заводская деталь. Также легко меняется при каких-то лютых повреждениях. Просто снимаем ее, приклеиваем и красим. Пластиковые задние крылья. Тоже, в принципе, эта история очень рабочая, потому что очень много было ударов. Это вот в этот угол. И этот угол, кто знает, тот поймет, что очень тяжело выбить, потому что не подлезть ни молотками, ни монтажками, и постоянно кое-как выбивали, но это все время эстетично как-то не смотрелось. Поставили пластиковую хлопушку, это уже как раз-таки для облегчения веса, потому что родная очень много весит. Единственное, что мы не трогали по металлу, это наша крыша. Но, в принципе, ее никак нам не поменять, потому что если мы сейчас начнем еще выпиливать крышу, я боюсь, что эта подлива, так сказать, станет вообще, не знаю, какой-то субстанцией, которая будет постоянно вся дребезжать, и как бы жесткость никакую не иметь. После облегчения кузова, в общем, организовалась проблема в виде нехватки веса. Пришлось это решать догрузом. Купили блины в Спортмастере, гантелью, разрезали и закрепили. Единственное, что чуть-чуть плохо изучили регламент этот, и в регламенте написано, что не более, по-моему, 20 или 25 килограмм на одну точку такое крепление. Мы в том году догружались 30 килограмм, и нам как-то на старте один раз сказали: ай-яй-яй, снимайте эту херню. Короче, сняли один блин и ездили так. В этом году поставим несколько таких точек и будем смотреть, куда нам распределять какой-либо вес, и уже смотреть, как машина начинает двигаться. Также мы поменяли задний фартук. Он тоже у нас пластиковый. Также получал раньше много. Сейчас как бы удар, грубо говоря, образовалась трещинка, вернулось все обратно. То есть эстетически это выглядит все красиво. Единственное, берешь баллончик, подкрашиваешь и едешь дальше. Фонари у нас все эти оригинальные. С этим мы немного страдаем, потому что с каждым годом это все сложнее и сложнее найти. Сейчас обходимся просто заменой стекляшки, пластмасски точнее, а железка почти все время одна и та же. Что касается салона, в принципе, здесь каких-то глобальных изменений у нас не происходило. Это все те же самые сиденья Recaro от Honda, ручник все тот же самый. Из больших изменений это у нас проводка в этой машине. В том году мы внедрили сюда дашборд eDash, кейпад eDash. Также у нас стоит под дашбордом GPS, чтобы показывать скорость. Этот дашборд имеет свою собственную телеметрию, но как-то в том году мы не успели даже ей попользоваться. То есть можно посмотреть скорость разгона до 100, там, до 60, в общем, все вот эти вот показания, посмотреть, какой разгон, эффективный, неэффективный, скорость прохождения трека. Но как-то у нас все, руки не дошли, и пока этим не пользовались. Также у нас стоит PDM eDash. Мы убрали все предохранители. То есть у нас стоит в машине минимальное количество предохранителей. Это на всю силовую цепь.
чтобы мало ли что произойдет, то есть разорвать эту цепь. Еда не умеет такими цепями управлять. Ну и там подогрев стекла у нас стоит, по-моему, предохранители. Не стали загружать в едаш это все, ну, в ПДМ, потому что у него большое, ну, у стекла большое потребление тока. И как бы не стали забивать каналы, решили, что просто через пред и по старинке именно так с ним работаем. А так все остальное работает: фары, стеклоподъемники, дворники, все у нас работает по ПДМу. ПДМ — это такая штука, в принципе, кто не знает, у него свои каналы, то есть если мы привыкли видеть предохранители, которые просто выгорают, то там каналы, которые при замыкании, там, обрыве цепи или еще чего-то, там, превышение тока, он просто падает в аварию и не дает напряжения на этот канал. И, грубо говоря, спасает всю систему от каких-либо там ситуаций, то есть там возгорания или еще чего-либо. Также мы можем подключиться к компьютеру, к этому ПДМу, посмотреть, какие ошибки были, почему они были, и уже от этого мы можем отталкиваться, какие имеем проблемы, там, бензонасос, там, фары или еще что-либо. То есть дает быстрый анализ из разряда не надо там ковыряться, искать эти преды, искать какую-то цепь, почему это произошло. Мы зашли, посмотрели, ага, у нас там начались проблемы с бензонасосом. Либо бензонасос умер, либо проводка, либо еще что-либо. Грубо говоря, скорость ремонта этой машины увеличилась. То есть все очень быстро обслуживается и есть быстрое понимание. Именно из летнего автоспорта могу сказать, что очень практичная штука. Конечно, очень дорого стоит, но вот именно в летнем автоспорте нам она очень помогает. И что мозги, что ПДМы ускоряют процесс понимания, что происходит с машиной. Стоит мозг именно уже не январь 5.1, как раньше это было, а стоит ECO Master Black. Мы, когда переводили наши летние машины на другие мозги, у нас остался один мозг, и мы решили попробовать, а что если вставить это в Жигу. Конечно, очень жирно, мало Жиг ездит на спортивных мозгах, но вот именно эта машина в том году показала, что это возможно. Конечно, дорого, но очень практично, потому что настроить это гораздо проще. USB, софт, и в принципе можно чего угодно делать. Смотреть также логи уже, топливо, давление топлива, температуру топлива, давление масла, то есть все там в логе отписывается. Он может приехать потом, сказать, что слушай, она заглохла. Компьютер открываем, смотрим. Ага, там варнинг по давлению топлива или еще чему-либо. И сразу понимаем, куда рыть. То есть не так, что давайте будем все подряд менять и смотреть, что происходит, а так, что вот хоп-хоп-хоп, грубо говоря, как диагностика машины, и все показала. Когда, в принципе, мы поняли, какая компоновка будет, то есть мы обратились к Грихе. Гриха — это наш электрик, который нам делает все проводки и на спортивные машины, и на эту машину он нам делал. Дали техзадания, в принципе, он нас понял. Бюджетная проводка с минимальными какими-то затратами, потому что в летних машинах, опять же, там гораздо дороже проводка. Сделали эту проводку, в принципе, это все обычные провода. Единственное, что все сигнальные провода, именно которые, датчик коленвала, датчик фаз, вот эти вот все провода использовали мы милспековские. То есть это, во-первых, тоненький провод, там он, грубо говоря, витая пара с экраном и хорошая защита, и никаких наводок от сигнальных проводов, не сигнальных, а от питающих проводов. На сигнальные провода никакая наводка не идет. Грихи у нас вообще никаких вопросов не было. Крутые проводки делает, нам очень нравится. На следующем этапе сборки мы хотим поставить мотор, сделать систему охлаждения кастомную. Это замена радиатора, замена шлангов на армированный шланг, так как мы это видим. Также изготовление выпускного коллектора равнодлинного из нержавейки. Спроектировали мы его сами и хотим воплотить это все в жизнь и посмотреть, как это будет работать. Также доработка задней подвески, как мы это видим, опять же, и как мы считаем, что это должно работать. Ну и
грубо говоря, уже финишная сборка, запуск и настройка на стенде. А на сегодня все. Всем до скорых встреч и пока!